представляешь? Явился призрак из прошлого. 5 лет где-то шлялся, а теперь он сына теперь хочет видеть. И пьяный. Галя, гони его. Я своему бывшему популярно объяснила. Хочешь видеть ребенка, приходи трезвый, и все. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Заведующая женской консультации принимает сегодня? Да, заведующий сегодня в первую смену. Вы еще успеете. Спасибо. Куда? Проходите, пожалуйста, там лифт на 2-й этаж. Какой кабинет? 315. Пойдем. Галя, у тебя этот мужик никого не напоминает? Вита, мне сейчас голова совершенно другим забита. Екатерина Сергеевна, вот телеграмму получил. Теща умерла. Надо на похороны ехать. Сочувствую. Знаете, мы с ней всегда уважали друг друга. Даже когда с женой разошлись. Отпустите? А в центре ничего срочного нет? Широков знает? Широков знает. Ничего срочного, но если что, Дыбенко подстрахует. Ну, конечно, конечно. Езжайте, Лев Борисович. Спасибо. Добрый день, Валентин Иванович. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Вилен Минаров. Это моя жена Елена. После долгих обстоятельных консультаций мы приняли решение рожать у вас в роддоме. Хорошо, ну а где раньше наблюдались? Я наблюдалась в районной больнице у себя по месту жительства. Извините, но с улицы к нам поступают только роженицы по скорой, а все остальные стоят у нас на учете с самого начала беременности и консультируются у наших специалистов. Понимаем. Именно поэтому к вам и пришли. Леночка станет на учет. Хорошо, а чем же вас не устраивает районная больница? Многим. Непрофессионализмом, невниманием докторов, расхлябанностью и большой любовью к деньгам. Знаете, я знаю многих коллег из районной больницы и не разделяю вашего мнения. Не волнуйся, не волнуйся. Мы просим всего лишь, чтобы Леночка стала на учет и была направлена к грамотному специалисту. Да. Понимаете, мы хотим партнерские роды. У вас ведь это практикуют? Да, это как раз у нас и практикуют. Ну что ж, не имею права вам отказать. Становитесь на учет и выбирайте себе специалиста, у которого будете наблюдаться. Спасибо. Скажите, а не могли бы ли вы лично наблюдать Леночку? Я думаю, что плохого специалиста не назначили бы заведующим отделением. Мы благодарим. У нас нет плохих специалистов. А наблюдать вашу супругу лично я не смогу. Вита Игоревна, здравствуйте. А я вас искал. Здравствуйте. А по какому поводу? Куда вы собрались? Да, на похороны еду. Мама бывшей жены умерла. Лев Борисович, примите мои соболезнования. И Анфисе передайте. Это для вас она бывшая теща, а для Анфисы бабушка родная, царство ей небесное. Я дочку здесь оставляю и хотел попросить, чтобы вы за ней присмотрели. Я никогда ее одну не оставлял. У меня, кроме нее, по сути, никого и нет. И возраст у нее такой, я волнуюсь. Лев Борисович, не прикидывайтесь сиротой. Конечно, я посмотрю за вашей Анфисой, тем более она мне очень нравится. А где она сейчас? Она в лаборатории, а мне уже на вокзал пора. Ну, вы едьте, а мы вот как поступим. Я ее сейчас к себе заберу, а впредь она будет при мне, чтобы вы не волновались. Спасибо. Теперь волноваться буду меньше. Я буду звонить. Да. До свидания. Держитесь, Лев Борисович.
Мои коллеги ставят вам срок 37-38 недель, а вы только на учет становиться пришли. Мы урегулировали этот вопрос с заведующим женской консультацией. Леночке разрешили обследоваться, стать на учет и подготовиться к роду. Партнерским. К партнерским. Ну, хорошо. Проходите, ложитесь, я вас осмотрю. А вы, пожалуйста, подождите в коридоре. Я подожду здесь. Давайте в своем кабинете. Правила буду устанавливать я сам. А давайте… Роман Алексеевич, прошу вас. Мне так спокойнее, когда Вельчика рядом. Разрешите ему остаться. Видите как? Присаживайтесь. Спасибо. Пойдем. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. А Вита Игоревна где? Не знаю, ушла куда-то. Сказала, скоро будет. А вы, простите, кто? Я Анфиса Квитко. Дочка Павла Борисовича, да? Да. Вите что-то передать? Да нет, ничего. Смотрю, порядок здесь наводите, да? В районной больнице работают профессионалы. Срок определили точно 37 недель. Только я не понимаю, почему вы отказались выйти. Патологически ревнуете? А может быть, я хотел убедиться в вашем профессионализме, доктор? Может быть такое? Шутка. Ну так, шутка, на троечку. Я выпишу вам направление на анализы. Надеюсь, вы назначите аллергопробы на стимулирующие и обезболивающие препараты. Или вы не планируете использовать их при родах? А я вижу, вы осведомленный человек. Медик? Фармацевт. Дело в том, что Виля руководит фармацевтической фирмой. И он очень часто общается с докторами. Лен, не надо. Да, это заметно, что вы часто общаетесь с докторами. Только вот если вы планируете партнерские роды, об этом стоит позаботиться уже сегодня. Хорошо. Лизавета Юрьевна, я всего лишь на полминуты оставила Анфису одну в кабинете. Она за эти полминуты запросто могла перепутать витамин С с окситоцином. Это же надо было додуматься оставить ребенка одного в кабинете, где полно лекарств. Что за глупости, Альберт Саныч? Анфиса взрослая, она все Да, понимает. конечно, Елизавета Юрьевна, вы, конечно, порядки завели в своем отделении. Разберитесь как-нибудь. Или мне придется разобраться. Я считаю, что Вита Игоревна уже давно заслуживает самого серьезного взыскания. Здравствуйте, а можно? Да, конечно, проходите, Альберт Добрый Саныч. день. У меня пациент. У вас можно партнерские роды оформить? Да, конечно. Присаживайтесь. Мешайте работать. Я надеюсь на вашу лекцию, Елизавета Юрьевна. Я пошла. До свидания. До свидания. Так, партнерские роды. Вот я вам сейчас дам типовой договор о партнерских родах. Вы подпишите его, пожалуйста, и в кассу. Вы знаете, мы возьмем экземпляр домой, почитаем, изучим, и тогда, может быть, в кассу. Все хорошо? Да, все хорошо. Господи, не пугай меня так. Ой, Думанский совсем распоясался, гад. Аппетит пропал. Не расстраивайся. Филатова все понимает. Филатов это, может, понимает, а Альберт? Думает, если он скоро станет доктором медицинских наук, так ему все позволено? Пуп земли, что ли? В каком-то смысле слова, да, он сейчас пуп земли. За его спиной железобетонный тесть. Профессор Вышеславский все-таки величина. Это не последняя его пакость. Это точно. Ладно, бог ему судья, не он первый, не он последний. Я когда в кабинете у Филатовой сидела, когда Думанский на меня стучал, такая парочка зашла, беременная и муж. Так вот этот мужик, вот где-то я его видела, при каких-то трагических обстоятельствах, а где не могу вспомнить. Вита, если бы при трагических, ты бы запомнила. А я вспомню. И вспомню, и чуечка у меня на него, что, еще помучаемся мы с ним. Или заявление какое-нибудь на нас накатает, или устроит чего-нибудь. Прям второй Думанский. Надь, я серьезно сейчас. Вот вспомнишь мои слова. Вспомнишь, но будет поздно. Где я его видела?
еще, солнышко? Спасибо. Не, больше ничего не хочу. Откроешь мне, пить хочу. Устала бегать по врачам, да? Есть немного. Велечка, может, не нужно было все сразу? Надо. Лен, послушай, давай так, я всю беготню беру на себя. Ты только анализы сдашь. Вы анализы сдадите. А забирать результаты, бегать по врачам буду я. Идет? Ты у меня самая лучшая. Я тебя люблю. Тебя тоже люблю. Екатерина Сергеевна, можно? Да, пожалуйста. У меня только один вопрос. Вы собираетесь предпринимать какие-то меры по поводу Филатовой? За что? А какой бардак в родильном отделении развела? Мало того, что ее дружок, так сказать, бывший любовник господин Широков практически рулит родильным отделением, так она еще закрывает глаза на разгильдяйство младшего и среднего медицинского персонала. Когда же вы уже успокоитесь, Альберт Александрович? Ну мы же ведь тут все свои. Помогать друг другу надо, а не ямы копать. Странная у вас какая-то позиция, Екатерина Сергеевна. Я думаю, вы как-то отреагируете на мой сигнал. Накажете Филатову. А вы, оказывается, ее просто покрываете, да? О. Ну вот, сейчас мы и разберемся с вашим сигналом. Очень на это надеюсь. Разберитесь, пожалуйста. Извините, что я отвлекаю, но мне не удалось объяснить господину Винарову, что типовой договор о партнерских родах – это просто разрешение мужу присутствовать на родах жены. Он требует встречи с начмедом. Вот, пожалуйста, наш начмед. Вилен Винаров, очень приятно. Добрый день, Екатерина Сергеевна. Так чем вы недовольны? Всем. Я всем недоволен. Здесь ничего нет об ответственности врачей за исход родов. Здесь нет перечня препаратов, которые может использовать доктор при родах для стимуляции и обезболивания. Здесь ничего нет. Так там этого и не должно быть. Этот договор существует лишь для того, чтобы разрешить мужу присутствовать в родзале. А остальное, вы знаете, мы каждый день несем полную ответственность за каждую пациентку. Не хотите подписывать? Да на здоровье. Ваша жена будет рожать без вас. Я понял. Хорошо. Договор мы подпишем. Но учтите, я буду контролировать каждый шаг ваших сотрудников. И лучше бы им все делать правильно. Вот послал Бог зануду. Ксения Сергеевна, Думанский опять на меня жаловался? Работайте спокойно, Елизавета Юрьевна, работайте спокойно. Я хотела поговорить с вами по поводу работы. Слушайте. Привет, любимая. Да, что у нас? У нас, как всегда, бардак. Да, дом расскажу. Вот такой скандал. Я прошу прощения. Я тебе перезвоню, хорошо? Да, я вас слушаю. Я минуточку буквально, да? Да. Вилен Винаров. Руковожу фармацевтической фирмой. Думанский Альберт Александрович. Но если вы по поводу продвижения своей продукции, то… Нет, упаси бог, я совершенно по другому поводу. Я стал свидетелем, случайно, как вы требовали в кабинете начмеда, чтобы в больнице наконец-то навели порядок. Скажите, здесь так все плохо? А это праздный интерес? Жене рожать выбрали ваш роддом. Ну, в нашем роддоме оборудование лучшее в области и практически у всех врачей категории. Поэтому вы совершенно верно сделали. Просто не хочется, чтобы она рожала с доктором, который считает себя мэтром, а на самом деле просто стоматолог. Я вас понимаю. Я, к сожалению, сам сейчас занят, но мы подберем вам грамотного и квалифицированного специалиста. Можете не сомневаться. Альберт Александрович, я благодарю. Ну, хорошо. Я составлю свой график таким образом, чтобы уделить время и вашей супруге. Спасибо. Спасибо. Все. Счастливо. Да, счастливо. Ну что, Анфис, как в школе? Отстрелялась? Ага, жаль, химика не пристрелила. Такой зануда. Да. Вит, а мы к тебе идем? Нет, ко мне нельзя, у меня засада.
Я, в общем, с девочками из архива договорилась. Подождешь пока там. В архиве неинтересно. Сегодня бабушку хоронят, а я здесь. Анфис, а мы сегодня с тобой после работы зайдем в храм и свечку поставим за упокой души. И мне станет легче? Тебе обязательно станет легче, вот увидишь. А сейчас перекуси, пожалуйста. Давай, мой хороший. И это далеко не все неудобства, которые испытывают беременные в женской консультации. Для того, чтобы сдать анализы, нужно идти в одно крыло здания. Аллергопробы берут в лаборатории Центра репродуктологии в другом конце здания. Вы что, пришли задавать мне вопросы? И я хочу получить на них ответы. Знаете, вы мешаете мне работать. Пока еще никто не жаловался. И не мудрено. Они зависят от вас, от вашего настроения. Женщины просто боятся портить с вами отношения, вот и все. А вы не боитесь? Нет, не боюсь. И не бойтесь. А я не боюсь. Не бойтесь. Мне нужно думать о своей супруге, о ее состоянии, а не вас бояться. Неужели так тяжело создать женщинам условия? Так, я не обещаю завтра же перенести сдачу анализов в одну лабораторию, но знаю, что над этим вопросом мы будем работать. Все. Простите, но меня ждут. Прошу. Валентин Иванович, кто в настроении испортил? Да, один правдолюбец. Уверен, что в нашей больнице все можно изменить за один день. Ну, мне сегодня не до его замечаний. Из-за Наташи переживаете? Как она там? Думанский наконец договорился с австрийской клиникой, и дочь уже там проходит курс лечения. Я ей звонил, она чувствует себя неважно. Ничего определенного сказать пока нельзя. Будем надеяться на лучшее. Да. Будем надеяться, будем надеяться. Надюш. Спасибо. Пожалуйста. Лёва, ты когда приехал? Да вот только с поезда. Ты Анфису не видел, кстати? Нет. Слушай, она у тебя большой молодец. Пока тебя не было, она вообще от Виты Игоревны не отходила. Ой, Виточка меня, конечно, просто спасла. Анфиса звонила, ей тут досталось из-за этого. Ну вот, зайду сейчас с ней и поблагодарю, и извинюсь. Да. Доброе утро, Наденька. Здравствуйте, Надежда Алексеевна. Доброе утро. Извините. А я думаю, чего мне всю неделю не хватало. Теперь понял. Ромочка, ну, я надеюсь. Нет, Лёва. Давненько я не заходил в кабинет людей. Едешь? А я тогда к Виточке. Это ваша работа, в конце концов! Роман Алексеевич, Господин Ленаров, а вы что здесь делаете? мужчина ворвался в лабораторию и требует результаты аллергопроб Винаровой. Говорит, что сделаны не все пробы. Я настоятельно просил сделать аллергопробы на те препараты, которые будут Так, все, использованы. хватит, я в ваших советах не нуждаюсь. Вообще, как вы себя ведете? Девушку до слез довели. Я советовал бы вам защищать результаты работы ваших коллег, а не переживать из-за их слез. Эту особу нужно уволить. Будете увольнять людей в своей фирме. Я не собираюсь вам объяснять каждый свой шаг. Объяснять дилетанту, который начитался в интернете страшилок про роды. Выйдите, пожалуйста. Анализ крови моей жене нужно пересдать. Закройте дверь, пожалуйста, с другой стороны. Хамло. Ладно, все, забыли. Что с аллергопробами? Я вас просил сделать аллергопробы на те препараты, которые мы будем использовать во время родов. Вы как меня слушали? Простите меня, Роман Алексеевич. Да при чем здесь простите? Переделайте немедленно. Лизавета Юрьевна, вы звали? Вита, у меня только что был этот Вилен Винаров, просит для своей жены одноместную палату.
Лизавета Юрьевна, мы не можем. У нас одна одноместная палата, она для экстренных случаев, там патологические роды. Вита, отдай ему палату. Лизавета Юрьевна, а если сейчас по скорой кого-то привезут, куда я буду их класть? Я умоляю тебя, пожалуйста, отдай. Мне уже нет сил общаться с этим ненормально. Хорошо, я приготовлю одноместную палату. Проверь, пожалуйста, чтобы в палате была работающая резервная розетка. Винаров принесет плеер. Ребенку нужно привыкать к классической музыке. Точно. К музыке. Я вспомнила. Я вспомнила, где я видела Винарова. Вот голова два уха. В общем, я работала в областной больнице. И у нас там была медсестричка Олечка, молоденькая такая. Так вот, этот Винаров за ней ухаживал. Такой с виду интеллигентный, хороший паренек. Ну, в общем, как-то пришел этот Винаров к Олечке в гости. Напился, устроил дебош, поломал палец. Оля? Да нет. Не Оля, а Олиному папе. А Олин папа был музыкантом. В общем, после всей этой истории Олин папа больше не мог играть. Вот. Ну, естественно, этот Винаров Олю бросил. Ну, вот такая вот малоприятная сволочь, а? Скорее бы его жена уже родила. Слушайте, так а вот после всего Вика, этого... Иди, покажи, пожалуйста, этому Винарову одноместную палату. Да. Там ждет в коридоре. Хорошо, Елизавета Юрьевна. Не, ну это же надо. Чего же я сразу не вспомнила? И главное... Пец. Ну что, анализы у вас в норме, только вот анализ крови на аллергопробы вызывает некоторые вопросы. Ну, вот ничего. Виля так и сказал, что нужно анализы крови пересдать. Я смотрю, вы мужу больше доверяете, чем врачам. Да нет же. Просто Виля, он очень хороший фармацевт, и он понимает в этом. Ну, мы тоже кое-что понимаем. Я думаю, что вам нужно лечь в стационар. Мы понаблюдаем за вашим состоянием, потому что родить можете со дня на день. Хорошо. Муж как раз сейчас узнает, готова ли для меня палата. Муж ваш, конечно, странный человек. Знаете, Виля не странный. Он очень тонкий, ранимый. Пожалуйста, проходите. Вот эта палата в любой момент готова принять пациентку. Все чистое. Белье. Вот. Серое белье. Зато выстиранное и выглаженное. Ну, понятно. Белье я из дома принесу. Да, пожалуйста. Простенько, простенько. Дополнительная розетка есть? Конечно, любой каприз. Неуместный сарказм. Это не каприз. Здесь все должно быть направлено на помощь женщине. Пыли полно. Что это такое? Что вы думаете, какая пыль? Мы здесь дважды в день проводим влажную уборку, я за этим слежу. Плохо следите. Скажите, пусть проведут дезинфекцию. И пусть поставят кресло. Я намерен быть вместе с женой. Спасибо. Истеричка, неврастеничка. Ну откуда здесь пыль? Ну кристально ж чисто все. Роман Алексеевич, девочки из лаборатории жалуются, что этот Винаровым жизни не дает. Да, мутный тип. Ой, а я знала, что с ним будут проблемы. Скандалист еще тот. Я просто его раньше встречала. О, Андрюха, здорово. Ну что, отдежурили никого? Да, теперь домой отдыхать. Слышишь, а Винарова родила? Еще один день с этим неадекватным муженьком общаться. Уже вся больница стонет. О, господин Винаров, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вижу, последовали моему совету. Жена будет у нас рожать. Вы знаете, это лучший из вариантов. Хотя, честно скажу, нам с Леночкой не все здесь нравится. Понимаю. Угу. Сейчас закончу докторскую и наведу здесь порядок. Пора. Как жена? Должна родить со дня на день. Как? Альберт Александрович, вы обещали, ну, что, может быть, у вас получится. Все, что обещал, все сделаю. Да? Если так случится, что жена будет рожать сегодня, я сегодня дежурный, лично приму у нее роды. Ну, спасибо, все, я спокоен. А завтра кто дежурит? Завтра дежурит, есть у нас такой доктор Широков, новатор-экспериментатор. Мы не любим эксперименты.
Так что, если что, сразу мне звоните. Да. Хорошо? Да, есть. Все, счастливо. Спасибо. Леночка, ну что? Все в порядке. Здесь сделали, но описание сказали, что Широкого передают. Широкого? Присядь. Солнышко, садись. Ты меня здесь подожди, а я кое-что выясню. УЗИст. Кое-что. Просто уточню. Можно? Добрый день. Здравствуйте. Я за заключением УЗИ, которое вы только что делали для Елены Винаровой. Ага, я сказала вашей супруге, что заключение напишу позже. Передам Роману Алексеевичу Широкову. Вы напишите его сейчас и отдадите мне. Заключение последнего УЗИ приносит доктору в родзал. И то в случае, если были выявлены какие-то патологии. Я никаких патологий не обнаружила, поэтому… Хватит. Пишите. Что вы себе позволяете? Вы всегда так относитесь к своим служебным обязанностям? Или, может быть, денег дать, чтобы вы написали заключение вовремя, а? Немедленно выйдите из моего кабинета. Извините. Ромочка, а ты домой не собираешься? Собираюсь. Ну, надо новые энергопробы Винаровой посмотреть. Ну, еще кое-какие дела есть. Лев, ты иди, я закрою здесь все. Хорошо. Пойду. Простите, пожалуйста. Лев Борисович, а вы домой? Да. Тут такое дело, я вашей Анфисе книжку обещала о красоте и здоровье. Я все время забываю взять ее на работу. Может, вы зайдете ко мне, я вам книжку передам? Конечно, конечно. Вита Игоревна, а Анфиса вас не сильно отвлекла? Лев Борисович, ну вот что за глупости? У вас замечательная девочка. Да, и Надя так считает. Кстати, Надя. Что, Надя? Да скандалист этот Винаров до слез довел ее. И тут успел напакостить. Как ему удается? С Надей же поссориться невозможно. Невозможно. А он наговорил ей кучу гадостей. Расстроилась. Сидит одна. Домой идти не хочет. А я, между прочим, предупреждала. А я, между прочим, готов. Ну, здорово. Кстати, я здорово придумала. Не одна домой возвращаюсь. Всего доброго, Роман Алексеевич. До свидания, Вита Игоревна. Привет. Привет. Что с настроением? Испортил настроение один неадекватный тип. Хочу пойти в кино. Может, немножко улучшится. Ну чего ты? Просто немножко расстроилась. А у меня после работы в столице выработался стойкий иммунитет к подобного рода типу. Может, расскажешь, что там произошло? Точно хочешь это услышать? Да. Ну, хорошо. Веренька, миленький мой, тебе пора отдохнуть. Ну, поезжай домой, отоспись. Ну, что ты мучаешься? Я же здесь под присмотром докторов, со мной все в порядке. Что? Шевелится, все хорошо. Господи. Я же все равно не усну, ты же знаешь. Буду крутиться, вертеться, думать, как вот это. Да спокойно. Мой любимый мой. Ну, такая вот история. Получилось, что коллеги решили использовать мою личную драму, чтобы избавиться от меня. Господи, прости меня, пожалуйста. У тебя свои проблемы, а я еще гружу тебя своими. Ладно, давай топай, а то в кино опоздаешь.
Прости, это не важно все. Это важно. Важно, потому что я люблю тебя. Я тоже. Что ты медленно едешь, как будто не 8 этажей, а 28. Доброе утро, Вита Игоревна. Роман Алексеевич, доброе утро. Вы весь сияете, как солнышко. Смотрите, в обморок не упадите. Да не дождетесь. Ты едешь? Да нет, нет. Обморок. Ну, конечно же, обморок. Чего же я раньше не вспомнила, а? Эй, где у нас лестница? Надюшка. Ку-ку. Ку-ку. О, любовь, морковь. Понимаю, но дело важное. Слушай, я вспомнила, кто такой Вилен. И кто такой Вилен? Ты помнишь, я работала медсестрой в областной больнице. И у нас там сестричка была молоденькая, Наташа. Ну, в прошлой версии сестричку звали Оля. Так, не перебивай. Так вот, когда Наташкин будущий муж делал предложение, он так разволновался, что грохнулся в обморок. А Наташка его потом еще нашатырем откачивала. И что? Ну так этот мужик, этот Вилен наш. Подожди. Вилен тот, который пианисту попортил пальцы. И этот, получается? Нет, тот Владлен. Это я уже потом вспомнила. А, Его, кстати, в честь Ленина назвали. А этого скандалиста звали Вилен. Его, кстати, тоже в честь Ленина назвали. Ну что ты удивляешься? Знаешь, сколько у нас в больнице сестричек работало? И у каждой своя история, а это все запомнить надо. Ой. В общем, сволочь он. почему сволочь? Ну как ты? В любви он, значит, Наташке признавался, а теперь он себе новую жену нашел? Ну, это же его жены проблемы. А нам этот Винаров никак на роды не повлияет. Вот нехороший он мужик. В обморок грохнется. Ну пусть грохнется. Будешь? Нет. Елизавета Юрьевна, у моей Леночки начались схватки, а доктор Думанский вне зоны. Это очень хорошо. Но не обязательно было с этой информацией бежать к отделению. Доктора на месте, акушерки тоже. Вы вообще начмеду сообщили. Екатерина Сергеевна в курсе. А у вас партнерские роды? Да, Вы- да. Да? Чудесно. Идите, готовьтесь, переодевайтесь. Давайте, Да. мойте руки. Беда. Вот, хорошо. И еще разочек. Вот. Да. Дыши. Дыши глубже, дыши. Ровно и глубоко дыши. Дыши, любимый. Давай. Роман Алексеевич, схватки слабые и короткие. Ровно и Да, я вижу. Ровно и глубоко. Давайте в капельницу 5 единиц окситоцина. Леночка, я люблю тебя, да? Так, Вилен, я вас умоляю, не мешайте, пожалуйста. Вообще, отойдите в сторону. Ну, роды – это не анализ, который можно пересдать. Так, будет схваточка, дышим глубоко, да? И на схваточке дотужимся. Сейчас я сердечко послушаю. Как малыш? Как малыш? Нормально. Готовится.
Так. Вот. Отошли все быстро. Отошли в сторону. Ты длинный, отошел. В маске. Шприц бросила. Быстро! Шприц. Вы что, с ума сошли? Молчать! Ты набрала в шприц не тот препарат, который тебе сказали. Вы же не врачи. Вы что, не врачи? Молчать! Ну что, Винарова уже в родзале? Да, и муж ее тоже там. Я не понимаю, что происходит. Откуда он узнал номер моего мобильного? Позвонил, прокричал мне, что если в отделении к родам его жены отнесутся халатно, он этого так не оставит. Как там дела? Там все хорошо. Роды принимает Широков. Только что вошла Ставицкая с протоколом последнего УЗИ. Все под контролем, Екатерина Сергеевна. Вы не врачи. Круговая порука, да? Вы не отвечаете за чужие ошибки, и правда никогда не найдешь. Из-за таких, как вы, умирают роженицы и дети. Если мы будем стоять с опущенными руками, мы сейчас потеряем и вашу жену, и ребенка. Никого мы не потеряем. Потому что я приму роды сам. Потому что я в них понимаю больше, чем вы все вместе взятые. Давайте. Да, да. Лена! Эй, Дима, вот еще и затылок расшиб. Давайте. Вот, отлично. Каталку давайте. А вот головка прорезается, отлично. Раденька, ты как? Вот. Хорошо. Так, ладно, я к себе. Как только Винарова родит, позвоните мне. Хорошо. Подождите, а это что такое? Сволочь, напал со скальпелем на Надюшу нашу, видите ли. Не понравилось, как мы роды у его жены принимали. Везите, перевязывайте. Везем. Черт знает, что такое. Надь, вы как, нормально? Все хорошо. У нее мальчик родился. Ой, слава богу, мальчик. Черт тебя знает. Екатерина Сергеевна, Да ну. было все спокойно. Стояла. Да вы понимаете, что вам за такие выходки голову надо отрывать? Леночка родила? Да, родила. Жива? Жива. А ребенок? Поздравляю вас, мальчик. Вы хоть понимаете, что вы натворили во время операции? Понимаете? Понимаю. Я тоже был врачом. Акушером-гинекологом. На столе лежала моя жена Наташа. Роды принимал мой коллега, очень хороший врач. А я в это время оперировал очень тяжелую роженицу. Он решил простимулировать роды, но не проверил реакцию Наташи на эпидуральную анестезию. Ее не спасли, и ребенка тоже. Редкая анафилактическая реакция. Леночка ничего об этом не знает, я ей не рассказывал, и вы, пожалуйста, тоже ничего не говорите. Простите. Я, кажется, передумала отрывать вам голову. С начмедом я поговорю. Успокойтесь. Леночка, как ты? Верочка, что с тобой? Он спит. Ты что, ничего не помнишь? Нет, вообще ничего не помню. Ты знаешь, ты как будто стояла, а потом исчез. Ты знаешь, вообще у меня все как-то в тумане. Все позади, солнышко, все позади. Я горжусь вами. Так, папаша, освобождайте палату, мамочке надо отдохнуть. Конечно.
господин Винаров. Ну что же вы мне не позвонили-то? Я бы распорядился. А то сейчас прихожу, мне говорят, у вашей жены во время родов эксцесс случился. Знавал я таких, как ты, Думанский. Знавал. Ты пустышка. Из-за таких, как ты, страдают люди. Нам надо померить температурку. Ну как, испуг прошел у вас? Знаете, я очень сильно испугалась за Веречку, за вас всех. Но вы так вовремя закричали. Он прям как очнулся, а главное, скальпель выронил. Знаете, вы простите его. Ему очень сложно, он такую жизненную драму испытал. Так вы знали? Конечно, знала. Как в нашем городе вообще можно что-то утаить? Знаете, Величка меня оберегала от своего прошлого. И вы не говорите ему о том, что я все видела, потому что я сказала, что ничего не помню. Ну вот это вы, конечно, сильная женщина. Я бы так не смогла. Я бы обязательно что-нибудь ляпнула. Ну, вы, в общем, мерите температурку, я зайду через 10 минут. Спасибо. Я прям восхищаюсь. Вот это нервы у человека. Галь, все забываю у тебя спросить. Как там у тебя дела? Бывший пристает? Исчез. Теперь опять появится лет через 5. Ну, слава богу. Видишь, проблемы рассосались, как швы после операции. Мой как-то тоже. Пришел в 2 часа ночи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а заведующий женским отделением принимает сегодня? Да, сегодня в первую смену. Вы еще успеваете. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Идем. Тебе это ничего не напоминает? Нет. Слушай, я его, по-моему, где-то видела. Не знаю. Блин, дежавю какое-то.